Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала. Сегодня я вам покажу, как я шила грелку для чайника в виде петушка. Нам понадобятся ткани. Ткани нужно взять любые. Можно взять ситец, можно взять фланель, драп, что вам будет угодно. Для утеплителя желательно взять или синтепон, поролон или ватин. У меня в данный момент я буду пользоваться синтепоном и ватином. Грелку в виде петуха можно сшить по выкройке, которая дана в уменьшенном виде, где каждая сторона клетки должна быть равна 5 сантиметров. Я шью петуха именно по этой выкройке. Я уже сделала вот такие заготовочки. Это вот борода. Должно быть 2 детали. То есть 4 такие детали, потому что у нас борода состоит из 2 деталей. Это вот носик у меня. Это хвостик. Это гребешок. Крылышки. И вот голова. И сейчас мы будем собирать эти маленькие детали. Начнем с бороды. Я их вот так складываю. И сейчас я вот так прострочу. Я до конца вот здесь вот не стала зашивать, чтобы можно было вывернуть. А потом уже я зашью просто иголочкой. Бородка наша готова. 2 детали у нас. И теперь мы займемся клювом. Я прострочила. Теперь вот так необходимо вот эти хвостики отрезать. Вот здесь вот чуть-чуть поуже сделать. Тоже отрезать. Потому что детали тоненькие. Я их не стала с утеплителем прошивать. Я потом его вставлю. Сейчас я его выверну. Я его вывернула. Теперь постараемся вставить. Ну, клюв наш тоже готов. Уберем пока в сторонку. И сейчас займусь я крыльями. Вот выкройка у меня. Вот таким образом. Я вот одно сделала уже. И сейчас второе сделаю. И сейчас я его так прошью и лишнее обрежу. Сделаем надсечки. Теперь вывернем мы ее. Я еще одну вставлю вот сюда в середочку. Вот таким способом. Крылышки наши готовы. Мы их пока отложим в сторонку.
И займемся хвостиком. Вот такой у нас хвостик. Будем шить так же, как крылышки. И когда вот здесь будем прошивать, я буду прошивать согласно выкроечке. Вот таким образом. Теперь мы его пока отложим в сторону. Продолжаем шить голову. Можно продублировать, но я пользуюсь вот такой сеткой, клеющей, строительной сеткой. Я уже вам показывала, как я пользуюсь в одном из видео. Гребешок я не буду дублировать. Мне он нравится такой вот свободный. И сейчас нам необходимо пришить к голове гребешок. Вот так я его сейчас прострочу. Так, вот прострочили мы. Теперь накладываем друг на друга. Вот здесь вот у меня пометочки, вот на выкройке, где мы должны пришить бородку. А вот здесь мы должны пришить клюв. Ну, сейчас мы вот сюда вот вставим бородку нашу, две детальки. И соединяем, накладываем друг на друга. Сейчас соберем, а потом вот так прострочим. Обшили, сделали насечки и теперь попробуем вывернуть. Я прошила не до конца, чтобы можно было выворачивать. Я при помощи своей иголочки вот так потихоньку сейчас я... Так, мы нашего петушка украсили. Теперь нам необходимо пришить носик, то есть клюв его. Я приколола клюв согласно нашим разметочкам по выкройке. А теперь иголочку вот с ниточкой взяла и аккуратненько вот так его пришью. Клюв мы пришили. Теперь вот я взяла такие пуговички и сейчас пришью вот сюда глазки. Пришили мы глазки. С этой стороны я зашила. И теперь остатками я наполню головку петушка, чтобы она не была плоская. Вот так, я думаю, достаточно. Такая голова петушка будет. Продолжаем шить нашего петушка и будем шить туловище.
Согласно вот этой выкройке, я сделала по 6 заготовочек каждой детальки. Вот это наружная сторона, это внутренняя сторона, это ватин я взяла утеплитель. Подкладочную ткань я просто ее взяла и прошила. Уже сделала заготовочку, она у меня уже готова. Ватин я тоже уже начала прошивать. Я его прошиваю просто зигзагом. Вот видно. Просто зигзагом я его прошиваю. Вот так я его дошью сейчас. Наружную сторону. У меня тоненький материал, ситец. Поэтому я вынуждена его прошить, чтобы не дублировать. Я подшиваю вот такую ткань. Вот я уже прошила. Показать вам, что я вот так ее прошью. Прежде чем все пришивать, наверное, необходимо пришить сначала хвостик. Согласно выкройке, вот с этого места мы будем пришивать хвостик. Сейчас я приложу синтепон сюда. И разметочка хвостика. Вот отсюда у нас будет хвостик. Возьмем следующую и вот так приложим сюда. И ровненько мы ее соединим. Так соберу, а потом прошью на машинке. Прошили мы, и у нас получился вот такой хвостик пришитый. Теперь я пришью все детали. Вот так буду складывать и пришивать. Я собрала вот такие детали. По рисунку, где делала выкройку, было написано 6 вот таких деталей нужно на туловище. Но я сделала 5, и меня 5 устроило. 6 это будет много. Я померила на свой чайник, как мне надо, и я решила остановиться на 5. 2, 3, 4, 5. Хвостик я пришила. Теперь, согласно нашей выкройке, это где-то вот отсюда должно быть крылышко. Вот так. И сейчас я его сюда пришью. Крылышко я уже пришила одно. Оно уже готово. Чтобы правильно расположить его, мне пришлось выкройку просто вот так разрезать, что здесь должно быть крылышко. И я прикладывала вот так. И примерно пришивала крылышко. Но чтобы пришить крылышко, у меня просто подсобрано вот так. А теперь я его собираю, подворачиваю. И сначала я соберу его, а потом буду пришивать. Ну вот так вот. И маленькими стежками я его собираю.
так до конца я его прошью. Я собрала наше крылышко, и теперь необходимо его пришить на эту сторону. Можно вот так приложить, вот отметочка, и вот так где-то будет. И рассчитать, как у нас будет крылышко пришито. Вот таким образом. Приметала я крылышко. Теперь мы посмотрим, на одном уровне они или нет. Сейчас я вот так соединю. И проверю. На одном уровне. И здесь. На одном. Теперь можно просто пришить крылышко. Крылышки пришиты, хвостик пришит. Теперь мы пришьем подклад. Вот здесь я оставила, не стала зашивать, чтобы можно было вывернуть. Вот и все. Сейчас я на машинке прошью. Я прошила. Теперь необходимо вставить внутрь утеплитель. И постараться все вместе вывернуть. Утеплительно сейчас я иголочкой закреплю здесь. Ну, я думаю, достаточно, не будет убегать никуда. Сейчас мы здесь зашьем. И туловище наше почти готово. Я вот здесь подворачиваю. И вместе с подкладочкой вот внутри я вот так сейчас наметаю. И теперь можно прошить на машинке. Ну вот, туловище наше готово. Сейчас мы уберем ниточки. И вот так у нас будет выглядеть наше туловище. Голова петушка нашего готова. Я вот здесь вот так вот собрала. Это наше туловище. И теперь я в центр, вот сюда, пришью голову петушка. Голову петушку пришили. И сейчас я пришью, то есть сошью ему воротничок вот сюда. Я взяла вот ткань, свернула ее, прострочила, чтобы здесь можно было резиночку вставить. Я приготовила. Вставлю сюда резиночку, а сюда на край пришью вот такой кружавчик. Вот такой воротничок у меня получился для петушка.
И сейчас мы на него оденем. Расправим. Это наш петушок. Глазки мне с пуговиц не очень нравятся. И я хочу ему приклеить вот такие глазки при помощи вот этого пистолета. Глазки желательно сделать с фетра, но у меня нет. А есть вот такая ткань. И я попробую сделать с этой ткани. Наш петушок готов. Выглядит вот так. Под чайничек я поставила подставочку. Я ее показывала уже, как шить. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.